Ну что, друзья, мне удалось вырвать буквально из очень плотного графика Лила для того, чтобы немного поговорить. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, я знаю, что у вас были какие-то трудности с перелетом, у вас очень много времени это заняло. Как вы летели, как вы добирались? Ну, летели мы через Вену, у нас была пересадка в Вене 5 часов. Так получилось, что не было хороших билетов, чтобы по времени было, то есть ты недолго летишь и прилетаешь в нормальное время. Ну, то есть если ты вылетаешь вечером и всю ночь летишь, прилетаешь рано утром, это, ну, так себе, у тебя сразу же сбивается режим. Вот, мы летели через Вену, в Вене была пересадка 5 часов, потом, когда приехали сюда, немножко задержали ребят из России на границе, но это самая обычная история сейчас, наверное, со всеми так. А как прошел буткэмп? Вы там очень много времени провели, и как ты считаешь, можно назвать его продуктивным? Вообще твоя оценка? Ну, на буткемпе мы были почти 3 недели. В принципе, можно назвать продуктивным, потому что, ну, на самом деле, я считаю, что любое времяпровождение вместе с командой, с твоими тиммейтами, общение, даже если это не касается игры, это уже есть продуктивно, потому что ты как-то сплочаешься, как бы развиваешься, встречаешь какие-то проблемы и преодолеваешь их вместе, и поэтому, да, буткемп был, в принципе, хороший. В этот раз интернет не падал, но и, в принципе, как бы и не важно, у нас не было турнирных игр. Там, по-моему, только один день играли, но там не очень серьезные игры были. Вот. А так, в принципе, все хорошо. Не так давно ты выражал недовольство уровнем игры команд на DAG 2017. И, собственно, как ты думаешь, что они приготовили для мейджора? Ну, на самом деле, мне кажется, что люди специально играли слабо на даке, чтобы, опять же, не показывать стратегии перед мажором. Возможно, отчасти из-за этого. Возможно, отчасти из-за того, что люди просто плохо играют. То есть не приспособились к патчу, прошло не так долго времени после того, как его выпустили. Поэтому я не знаю, что они могут. Каждый может удивить. То, что мы тренируемся, все команды, в принципе... То есть я не могу сказать, что все очень плохо играют на тренировках. Хотя на тренировках мало кто старается. Мы там и бывает и проигрываем, и, ну, и выигрываем, поэтому я не знаю, что ожидать. Только что сказал о том, что не все еще привыкли к патчу и к изменениям в игре, а остались ли до начала мейджора неисправленные какие-то баги, может быть, еще в игре, или уже все поправили, все по максимуму хорошо, и у тебя нет никаких претензий? В принципе, остались те же баги по поводу Airspirit. Я буквально там каждую неделю спамлю в Твиттер и отмечаю всех, кто как-то может повлиять на то, чтобы исправили эти баги. Но поскольку Земля сейчас его очень сильно порезали в патче, и герой почти мертв, поэтому как бы он все еще, у него есть баги, но уже как-то, ну, мне безразлично, по крайней мере. То есть мы его не собираемся пикать, поэтому что у него там не работает, тоже как-то безразлично. Мало кто из аналитиков верит в вашу победу в Киеве. Вот вас это мотивирует на то, чтобы доказать, что это все неправда? На самом деле, Бостон нас научил тому, что порой нужно уметь абстрагироваться от того, что говорят, и какие ярлыки на тебя навешивают, какие возлагают надежды и так далее. То есть, по большому счету, мне и моей команде, ну, все равно, что говорят аналитики и какое нам место предвещают люди в комментариях или, ну, в таком духе. Просто, когда ты выходишь на сцену, тебе не должно ничего, ты ни о чем не должен думать. Особенно о том, о чем говорят другие люди. То есть ты просто выходишь и играешь ради игры. И поэтому я бы не сказал, что это меня мотивирует или как-то задевает, я не придаю этому значения. Хорошо. А с кем из участников мейджора вы тренировались, играли против них вот в ближайшие дни? Играли против бразильцев. Ну, самый дефолт — это OG и G. Против китайцев мы будем тренироваться. Сегодня, завтра. Вот. Ну и с Ониксами, по-моему, играли пару игр. В принципе, ну, на удивление люди хорошо играют. То есть бразильцы никому неизвестные ребята, и ты заходишь, и они делают типа правильные вещи. Типа нормальные у них драфты и стратегии хорошие, поэтому будет весьма интересный мажор. Хорошо, от обсуждения мажора давай перейдем немножко лично к тебе. У меня есть ряд вопросов о твоей команде и о тебе лично.
Кого бы из ребят в команде, вот тем более уже по прошествии буткемпа и нескольких чемпионатов и поездок, ты бы вот смело взял бы в разведку с собой? Весьма странный вопрос, потому что я никогда это не понимал, что значит взять с собой разведку. То есть, по идее, у человека должны быть какие-то качества человеческие. Ну да, ну хорошо, положим не в разведку, положим в какую-то, не знаю, игру, в которой нужно играть вдвоем, может быть, это игра в реальности, не знаю, квест какой-то на двоих. Вот с кем бы ты... Наверное, с Лешей. Так, почему? Я его очень уважаю, как игрока, как человека, и мне нравится, как он смотрит на мир, как он руководит нами, как он нас сплощает, поэтому, я его очень сильно уважаю, поэтому, наверное, мне кажется, с этим человеком можно и в разведку, и в игры, и что угодно. А если говорить про других, Рома, Вова, они, что бы там ни было, они еще весьма малые. Юные. Юные, ладно. Они весьма юные, и много вещей они смотрят на мир немножко по-другому. Даже учитывая то, что я хотя бы на 2 года старше Вовы, но я вижу, что я совсем по-другому смотрю на мир. Как бы неприятно это осознавать, но очень мало точек соприкосновения, если бы мы встретились не в доте, а в реальной жизни, то я не знаю, как получилось. Тот опыт, который у тебя уже был до мажора в Киеве, те турнирные опыты, мог бы ты что-то поменять в том, что уже было? И что бы ты поменял? Мне кажется, в жизни, вообще я верю во Вселенную, в судьбу, что всегда будет происходить так, как должно происходить. И то, что, если мы считаем, что мы можем что-то изменить, на самом деле мы не можем. Это просто, заблуждение, иллюзия, как угодно можно называть. Поэтому я бы ничего не менял, и, я, в принципе, ничего поменять не могу. И все делается для чего-то. То есть не просто так мы проиграли в Бостоне, не просто так мы там были как бы на пике своей формы, была самая сильная команда. В принципе, мы должны были выигрывать турнир, но мы его не выиграли, потому что ты вышел на сцену, и просто все пошло по одному месту, и, то есть нет объяснения. Но если так случилось, значит, так должно было быть. Поэтому я бы ничего не стал менять. То, что произошло со мной до текущего момента, делает меня мною сейчас. Ты так светло и оптимистично говоришь, и за окном становится все яснее и яснее, и солнышко даже появляется. Хорошо, от прошлого перейдем к будущему. Это, наверное, будет мой заключительный вопрос. Где или кем ты видишь себя через, предположим, 10 лет? На самом деле я не люблю загадывать какие-то вещи наперед, особенно на такую огромную дистанцию, потому что, опять же, вообще сам по себе я депрессивный реалист, скажем так. И я верю в то, что ты можешь сейчас идти по улице, и тебе просто упадет кирпич на голову, и твоя жизнь закончится. Нет смысла рассуждать и тратить свое время или еще что-то на рассуждение, что будет через 10 лет. Понятное дело, есть какие-то планы, мечты, там, не знаю, купить дом на берегу Майами, кататься на дорогих машинах, там, иметь, я не знаю, семью какую-то. Какую-то семью, да, поэтому вот. А по поводу работы, я не знаю, всегда может что-то измениться, опять же. То есть сейчас тебе нравится играть в компьютерные игры, завтра ты просыпаешься и понимаешь, что, круто, наверное, машины продавать или там что-то связанное с машинами, а потом ты вообще захочешь в космос улететь, поэтому я не знаю. Хорошо, не знаем, как будет через 2 года, через 10 лет. Но я знаю, что через 5 дней мы будем держать Да? этот самый Mystic Staff. Да, я вижу тебя через буквально несколько дней как раз в этой роли, как раз с этой волшебной штукой в руках, поэтому удачи, go VP, вперед и давай, доказывай всем, что ты лучший и не зря сидишь на таком красивом, дорогом бархатном кресле. Спасибо. Спасибо.